Привет, друзья! Меня зовут Артемий Троицкий, «Живой уголок» и видеоэпопея «Популярная советология». Сегодня у нас будет тема, с одной стороны, очень важная, с другой стороны, сразу предупреждаю, что коснусь я ее максимально поверхностно. Название темы звучит так: «СССР и армия». Наверное, мало вообще найдется таких тем, в которых я до такой степени не был бы специалистом и вообще человеком, обладающим каким-то опытом и познаниями, как вот это самое армейское. Дело в том, что я в армии не служил. Более того, на военных сборах каких-то институтских тоже не был. Дальше военкомата в какие-то военные учреждения не заходил. Более того, почти никто из моих друзей и знакомых тоже в армии не служил, так что всяких смачных рассказов на военные темы я тоже почти не слышал. Поэтому обозревать я буду эту самую армейскую тему с позиции сугубо посторонних, но в каком-то смысле эта позиция и довольно типичная, потому что таких молодых людей, как я, в Советском Союзе было огромное количество. Был определенный парадокс, конечно, в том, что Советский Союз, с одной стороны, позиционировал себя как максимально миролюбивую страну, и, как я уже, по-моему, говорил, если взять главные советские пропагандистские лозунги, как для внешнего, так и для внутреннего использования, то, первый был, естественно, наша цель — коммунизм, строительство коммунизма, но второй, наверное, по популярности и по настоятельности лозунг был «Миру мир». Мы за мир, за дружбу, за улыбки милых и все такое прочее. А потом уже там всякие слава труду и так далее. В общем, борьба за мир была важнейшей составляющей частью всей советской пропаганды. Это с одной стороны. С другой стороны, назвать Советский Союз такой уж прямо пацифистской, миролюбивой страной было, конечно, невозможно. После 1941 года несколько было случаев, когда СССР вводил свои войска, нападал на другие страны. Не обязательно это были войны, то есть, скажем, в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году это была просто военная интервенция, призванная сместить неугодные в этих странах власти. Плюс, естественно, была Корейская война в начале 50-х годов, в которой СССР участвовал, скажем так, в основном на уровне всяких советников, инструкторов, там, отчасти летчиков и так далее, но большими силами в эту склоку с американцами и южнокорейцами не лез. И на самом деле единственная на моей памяти и в мою бытность в СССР такая большая настоящая война — это была война в Афганистане, которая продлилась практически 10 лет, с 79 по 89 год. Каким образом война эта коснулась меня? Во-первых, естественно, весь этот милитаризм, он пер изо всех щелей. Уже в школе и в детском саду там, естественно, был и культ Великой Победы, и непобедимая Красная, она же Советская армия, начальная военная подготовка, которая была у нас в школе в старших классах, которую я так довольно смутно помню, но я точно помню, что мы там собирали и разбирали автоматы Калашникова. Более того, однажды даже поехали на полигон, и я там из этого Калашникова стрелял по мишеням, надевали противогазы на скорость, это все засекалось, кто быстрее наденет и снимет противогаз и так далее. То есть война на самом деле преследовала со всех сторон. Естественно, опять же, все эти бесконечные рассказы о пионерах-героях, о Зое Космодемьянской, о памфиловцев и так далее. То есть война вообще была важной частью
всяческой такой идеологическо-патриотической советской подготовки. На кого-то это, может быть, и действовало, на меня и на ребят моего круга это не действовало абсолютно. Люди из моего круга, они от армии пытались откосить, и обычно это увенчивалось успехом. В моем конкретном случае история была такая. Значит, учился я в институте у нас была военная кафедра, ну и надо сказать, что я сразу с этой военной кафедрой вступил в конфликт. Мне не нравилась эта муштра, мне не нравилось, мне было просто смешно вот все то, что нам пытались там на этой военной кафедре втолковать. Это были вещи абсолютно мне чуждые, категорически не то, что неинтересные, а, в общем-то, даже и противные. Поэтому один курс я на военной кафедре проучился, а со второго курса, институтский это уже был третий курс, меня с военной кафедры отчислили. Надо сказать, что это был уникальный случай в истории Московского экономико-статистического института. Мне, по крайней мере, говорили, что не помнят, чтобы кого-то еще отчисляли с военной кафедры. Естественно, там за какие-то споры, за длинные волосы и все такое прочее. Поскольку меня с военной кафедры отчислили, то меня должны были тут же забрать в армию. В армию мне идти категорически не хотелось. По причинам, которые я изложу чуть позже, я занялся тем, чем занимались все мои друзья, в том числе, куча всяких известных музыкантов, там и Гребенщиков, и Мамонов, и Цой, и прочее, и прочее. Самой популярной статьей «Откоса» была статья номер 7, а именно всяческие психические заболевания. Это можно было симулировать, для этого надо было лечь в психушку, имитировать там шизофрению, буйное помешательство, маниакальную депрессию или что-нибудь еще. Но мне, к счастью, повезло чуть больше, потому что я заикался. Помню, с одной подружкой, молодой врачихой, мы с ней, значит, однажды уединились, она прихватила с собой такую брошюрку, где были перечислены все статьи, по которым освобождали молодых людей от военной службы. И стали с ней изучать эту брошюрку, и обнаружилась там статья номер 4, там со всякими подпунктами А, Б, В, Г, там и так далее. Моя статья, это была 4, я уже не помню, что именно, и называлась она «Сильная степень заикания, вызванная травмой черепа». Надо сказать, что заикался я поначалу, на самом деле, довольно сильно, потом как-то методом самолечения от этого логопедического недуга почти избавился. Так что тема мне была знакома, сымитировать сильную степень заикания сложности для меня не представляла. Насчет травмы черепа это было и вовсе проще простого. Я просто говорил, что да, вот играл в волейбол, поскользнулся, ударился сильно затылком, сотрясение мозга, то все, травма черепа и так далее. Без всяких трудов я от армейской службы избавился, после чего вообще мне было даже намного легче учиться, потому что я не посещал военную кафедру, а это был целый от начала до конца учебный день в институте. И надо сказать, что получив вот этот ярко-красного цвета военный билет, армия от меня целиком и полностью отвяла. То есть больше в моей жизни никак она не возникала, не приходили мне никакие повестки, вообще ничего абсолютно. А военный билет стал даже довольно полезной штукой, потому что бывали в моей жизни неоднократно всякие стрёмные ситуации, когда я оставался вообще без паспорта, а военный билет по советским законам вполне мог в любых, кажется, может, кроме бракосочетания и прописки случаях жизни, заменять паспорт. Так что военный билет мне помог. Теперь почему? Почему мне так не хотелось, и мне, и, в общем-то, и всем моим приятелям так не хотелось идти в армию? Во-первых, мы все были любители рока, а значит, мы все были хипари, а речь идет о
первой половине 70-х годов, вообще о 70-х годах. Были мы хипари, были мы пацифисты, и поэтому война, убийство, насилие, вся вот эта муштра и так далее, все это было нам крайне антипатично. Во-вторых, хотя войны, скажем, в то время, когда я косил, не было, это были годы там типа 74-75, до Афгана еще оставалось какое-то время. Хотя войны не было, но слухи об армии ходили самые неаппетитные, то есть все знали о таком явлении, как дедовщина. Дедовщина – это когда старослужащие, то есть те, кто служит уже второй год из 2 положенных на службе в армии, когда они всячески эксплуатировали новобранцев, издевались над ними и прочее, прочее. Было много случаев там и побоев, и убийств, и самоубийств, и прочее, прочее. Естественно, никому не хотелось под эту дедовщину попасть. Были, естественно, некоторые такие пафосные лозунги типа «есть такая профессия – Родину защищать». Но опять же, вопрос был, хотелось ли нам защищать эту родину, к которой мы относились, надо сказать, с большим недоверием и неуважением. Честно говоря, защищать такую родину не хотелось. Я помню, была даже такая популярная поговорка: скорее бы война началась, в плен сдаться. Ну, я не собирался сдаваться в плен, но и воевать за СССР мне тоже как-то совсем не улыбалось. Тем более, если воевать, то с кем? С НАТО, с Америкой? Да нет, мы все очень любили Америку, американскую музыку, американские джинсы, американские сигареты и все такое прочее. В общем-то, это явно не было для нас какой-то такой заветной мишенью. И у меня еще был перед глазами один пример. То есть, кажется, единственный из моих таких более или менее близких приятелей, кто в армии все-таки отслужил, это был один парень, назову его Миша. Он был хипарь, красавец, играл в рок-группе и так далее. И вот ему каким-то образом от армии откосить не удалось. И пошел он в армию, вернулся через 2 года. Надо сказать, что вернулся совершенно другим человеком. Вернулся он оттуда какой-то тихий такой, пристукнутый, приплюснутый. До армии у него была роскошная такая темная шевелюра, а тут, я уж не знаю из-за чего там, то ли из-за радиации, то ли еще из-за чего-то, он как-то вдруг сильно облысел. Из тусовки, вернувшись из армии, он вышел, в рок-группу свою не вернулся, быстренько там устроился на какую-то скучнейшую работу, женился на какой-то тоже такой тихой, совершенно не хиповой девушке. Жалко было парня, и совершенно не хотелось ему уподобляться. Хотя, кстати говоря, он даже служил, я не думаю, что это было по блату, но служил он где-то под Москвой в ракетных частях. То есть это не то, что его услали в какую-то тьму таракани, в страшные условия. Вот. И тем не менее вернулся новым человеком, но, в общем-то, эта новизна как бы ему совершенно не шла. Кстати говоря, мы говорили в прошлый раз о блате. В общем-то, с армией блатные всякие интриги тоже очень часто бывали связаны, то есть, и, естественно, освобождались от армии и получали военный билет за деньги, это само собой, или бывали такие, блатные армейские службы. Скажем, ребята там типа Федя Бондарчук там и так далее, из московских таких элитных, так сказать, семей, они, скажем, служили в театре советской армии. В центре Москвы, соответственно, жили иногда в казармах, иногда дома, ездили на лошадках и в общем-то, прекрасно себя чувствовали. Так что это тоже было. Когда началась война в Афганистане, и для меня, и опять же для моего этого самого столичного, можете даже сказать, мажорского круга, эта война прошла максимально незаметно. Вообще в Афгане погибло 15 тысяч советских военнослужащих. 15 тысяч, как вы понимаете, это гораздо меньше, чем теперь в Украине, но тем не менее, в общем-то, это довольно много народу.
Опять же, могу сказать совершенно точно, никто из моих знакомых или даже там друзей моих друзей и так далее в Афгане не воевал, тем более там не погиб, не был ранен. Единственное, наверное, чем афганская война повлияла, скажем так, на наш образ жизни, сугубая мелочь, это появились в больших количествах на черном рынке афганские дубленки, такие красивые, расшитые, и гораздо более дешевые, чем всякие итальянские дубленки и так далее. А дубленка тогда это была для девушек зимняя одежда номер один в Советском Союзе. Дубленки эти привозили, в частности, артисты, которые выступали в Афганистане. Особенно этим славился Иосиф Кобзон, который возил, значит, после выступления перед советскими войсками где-нибудь там в Кабуле, возил эти дубленки вагонами, если не составами. Ну и, соответственно, выгодно их продавал на родине. Но главное, конечно, и это значительно менее приятно, чем дубленка, это наркотики. О наркотиках в СССР у нас будет отдельный выпуск, но тут я могу просто коротко сказать, что я лично столкнулся с так называемыми тяжелыми наркотиками, то есть, конкретно с героином, только после начала афганской войны. Может быть, до этого они тоже были, но мне лично не попадались, хотя, в общем-то, любителей в окрестностях и курнуть, и закинуться было достаточно много. Даже из Средней Азии, естественно, привозили отборную траву, привозили кокаин, но вот этих вот уже таких смертельных наркотиков не было. Это уже все спасибо афганской войне. Так вот примерно сложились мои отношения с военной службой, войной, милитаризмом и так далее в Советском Союзе. На отечественную культуру, в том числе на рок-музыку, афганская война как бы тоже не оказала особого воздействия. То есть она вообще была максимально заглушена. Об этом не писали, об этом телерепортажи всякие тоже, если выходили, то крайне редко и все крайне фальшивые, там типа афганские крестьяне приветствуют воинов-освободителей и так далее, хотя мы знаем, что воины-освободители положили в Афганистане сотни тысяч мирных крестьян, в том числе там и женщин, и детей и так далее. Как-то не странно, меня об этом иногда спрашивают, особенно сейчас в связи с войной в Украине, как-то не странно, в общем-то, никакого такого особого культурного и политического движения протеста против войны, по крайней мере, в брежневское время не было. За всех отдувался один Юра Шевчук, который в 80-м году, кстати говоря, под впечатлением рассказов своего друга об Афгане, написал песню «Не стреляй». И, в общем-то, этим практически все ограничивается. Были какие-то патриотические военные песни, типа вокально-инструментального ансамбля «Синие береты». А так нет. В общем-то, афганская война прошла стороной. И в качестве постскриптума я хотел бы только добавить, что, тем не менее, при всем лицемерии, при всем милитаризме Советского Союза, при всем том, что они обвиняли, американских империалистов, поджигателей войны, немецких реваншистов, сионистов и прочее, хотя сами поджигателями войны тоже были, тем не менее, хотя бы на словах, хотя бы в пропаганде в Советском Союзе утверждалось, причем утверждалось таким абсолютно железным, железобетонным постулатом, то, что мир – это хорошо, война – это плохо, нет войне, миру мир. И, в общем-то, это были, при всем их несоответствии реальности, это были очень правильные лозунги, в отличие от тех лозунгов, которые сейчас процветают в путинской России, где за слово «мир» можно не то что штраф заплатить, а даже и сесть на 15 суток, а то и более. В этом смысле, надо сказать, путинская Россия проделала гораздо более позорный путь, чем брежневский
Советский Союз. Пожалуй, все про войну и СССР. Извините за поверхностность, но я вас предупредил заранее. Зовут меня Артемий Троицкий, это видеоэпопея «Популярная советология». И в следующем выпуске мы порассуждаем о патриотизме и интернационализме в СССР. Пока счастливо! Отзывайтесь и присылайте вопросы. Все вопросы и комментарии мною изучаются и в дальнейшем отвечаются. Пока. Счастливо.